Приветствую всех любителей биатлона, с вами Биатлон 1 Ваня, мы на канале Спорт 365, так основной канал. Немножко под страйком одним, поэтому смотрим сейчас микс, смешанную эстафету. Две девушки, два парня. Стартуют сильнейшие из команд. Франция, Италия, Норвегия, Финляндия, Чехия впереди. За Францию на первом этапе Мишело, за Италию Доротея Вир, за Норвегию Скар, за Финляндию Хамалайнин, за Чехию Жислова, за Соединенные Штаты Ирвин, за Швецию Скотхейм, за Германию Уэйдел, за Австрию Гандлер, за Словакию Ботовска-Фиалкова, за Словению Репинч, Эстония Казик, Швейцария Хески Гросс, Канада Гоулинг, Польша Мака, Украина Меркушина, Литва Кочергина, Латвия Сабуля, Румыния Толмачева и Казахстан Климина. Посмотрим, пошла ли трансляция. Микст. Сингл микс прошел сегодня до этого. Победила сборная Германии, но Германию дисквалифицировали. Сборную Германии дисквалифицировали. Что-то мне кто-то тут наяривает. Сборную Германии дисквалифицировали, и по итогу сборная Финляндии первое место заняла. Франциска Пройс молодую немку там утешала, но там были проблемы после выхода с огневого рубежа с ружьем. Поэтому как бы дисквалификация, она, скажем, не так неправильная, но как бы любого дисквалифицировали. Хорошо, что это произошло не на Олимпиаде, не где-то еще, а на обычном Кубке мира. Понятно, у немки мало опыта молодой, и пусть для нее это будет наука. Захватывает лидерство Доротея Вирар. Идет первый. И ждем на первой отметке девушек. Как всегда, прямую трансляцию можно смотреть на официальном сайте, напомню, IBU. Ссылка на трансляцию в закрепленном сообщении в чатике уже. Так, и отметка 800 метров. Италия, Франция, Швеция, Германия. Сейчас немножко не видно. Сейчас я чуть продлю время. Вот так. Так и вот так. Так, Украина пока 17 идет, Казахстан на 11 позиции, Польша 12, Латвия. Ну, вы, в принципе, все видите на своих экранах. Пока ожидаемый Вирор идет впереди. Мишело за ней. И шведка с Ходхейм. Сестер Эбер на этом этапе вообще нет. Кстати, человек на трансляции, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, и будем смотреть за первым огневым рубежом. Сейчас еще отметка 1.6, по-моему, и дальше будет первый огневой рубеж. Пока без падения, все хорошо. Кстати, неплохо выступила сборная Украины в сингл-миксе, заняла по итогу 6-е место с учетом дисквалификации немцев. До предпоследнего передачи боролись за первое, второе, третье место, но чуть-чуть не хватило скорости и качества стрельбы. Были до патроны Городные Виталика Мандзина, поэтому только 6-е место, 5-е место по итогу с дисквалификацией немцев. Что я считаю очень хорошим результатом. Да, они были в основном там, конечно же, много юниоров вообще на данном этапе предолимпийском. Многих подтянули с Кубка IBU, но все равно. В целом Мандзин и Городно пробежали неплохо. Да, отметка 1.6, продолжает лидировать Доротея Вир. Мишело держится второй, шведка третья, норвежка четвертая. Украина на 18 позиции, 9-4 отставания. Не очень хорошо чувствует себя Меркушина Александра. Вчера была только 50-й. Напомню, вчера был короткая была индивидуалка, было 3 штрафа по 45 секунд.
Юлия Джима, ветеран сборной Украины на втором этапе. Вчера была 30-й, да, по-моему? 32-й по итогу была. Было 2 штрафа у ветерана сборной Украины. На третьем этапе Антон Дученко и Лисюк Тарас на четвертом этапе бежит за сборную Украины. Ждем девушек на входе на огневой рубеж. Ждем девушек на входе на огневой рубеж. Италия, Франция, Норвегия, Швеция. Финляндия выкатывает на 15 позицию. Украина с 16 закатывает в 10 секундах. Украина в 10 секундах отставания. 9 человек на трансляции. Мало кто лайкает. Пишите, за кого болеете. Откуда сами. Чтобы нам было смотреть веселее. Подписывайтесь на канал. Немка начинает первая, мажет, швейцарка 2 промаха, у итальянки будет 2 доп. Патрона, последние 2 мишени Доротея не закрыла. Поспешила Украина, будет доп. Патрон, 2 доп. Патрона Украина, шведка и славенка и австрийка быстрее всех и чисто отстрелялись, ушли, немка с 1 доп. Патроном также ушла. Ой-ой-ой, последняя мишень не закрыта и последний патрон у сборной Украины. Если сейчас не закроет, уйдет на штрафной круг. Все-таки закрыла с 3 дополнительными патронами. Украинка справилась. Справилась. У Литвы проблема. У Литва может зайти на штрафной круг. Да, Литва зайдет на штрафной круг. Швеция, Австрия, Словения, Германия, Франция, Швейцария. Такая первая шестерка. Доротея Вир в 11 секундах отставания 7. Чехия. Соединенные Штаты, Финляндия, Польша, Норвегия. Норвегия только 12-я. Норвежка медленно стреляла. Украина 14 в 30 секундах. Большое отставание после первого огневого рубежа у сборной Украины. Прямо скажем, очень большое. Да, пока ничего такого интересного, но да, Литва ушла на штрафной круг и минута отставания у сборной Литвы. Казахстан 38 секунд отставания, 2 доп. Патрона использовала Дарья Климина. Вчера была только 84-я Климина. В целом не очень хорошо дела у Казахстана в биатлоне как в этом сезоне, так и в прошлом. У мужчин чуть получше. У девушек беспросветно, если честно. Просветов не видно как в беге, так и в стрельбе. Шведка продолжает лидировать, австрийка за ней. За Австрию Гандлер. Да, и там выходит Славенко. Наверное, Славенко хочет обойти по внешней стороне. И Славенко выходит вперед. Там быстроногая Рипинч. Сборная Словении, да. Австрийка также обошла. Шведка 3-я, немка 4-я. Франция 5-я. 6 секунд отыграла ногами Мишело. Очень много. И Доротея Вира также 7 секунд отыграла. Переместилась на 6-ю позицию. Всего лишь 5 секунд отставания от лидера. Лидер, напомню, сменился. Шведка подстала ногами. Посмотрим, как сборная Украины. Латвия. Тут 8 секунд схватила латышка ногами. Ну и 6 секунд проиграла Украина. Многовато. 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 Проигрывает Александра Меркушина. Ну и стреляла не очень хорошо. Чуть-чуть не схватила круги. Ну посмотрим. Если Украина забежит десятку, это будет хорошо, я считаю. С таким составом, с такой подготовкой, к сожалению, в лучшем случае на десятку можно претендовать. Что будет сложно, повторюсь, этим составом сделать. Литва, скорее всего, снимут Литву. Ногами совсем литовка не бежит. Минута 24 отставания от лидеров. Я думаю, что на втором-третьем кругу снимут как круговую литовку. Что-то не пошло.
Да, тут уже заходят на второй огневой рубеж практически вместе. Отставание минимальное. Австрийка выходит на первое место, немка на второе, Словения, Франция, Швеция, Италия. Италия в 2 секундах Доротея и Вира от лидеров. В принципе, возвращается Доротея. Небольшой просвет там у чешки 6,7 секунды, швейцарка 8,4, Финляндия 9,6, полька держится в 10 секундах. Посмотрим здесь на Меркушину, сколько будет отставание на отметке 3,6. Пока австрийка пытается убежать, но не получается. Там немка хорошо сидит за ней. Шведка откатывается, не удерживается. Хотя Доротея не может обойти пока шведку. Под каждый шаг работает Доротея в горочку здесь. Да, проиграла еще 4 секунды украинка. 40 по итогу отставания от лидеров. 26 человек на трансляции. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка на трансляцию в чате в закрепленном комментарии. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Ставьте. Уже девушки на стадионе. Входит первая австрийка, Германия, Словения, Франция, Швеция, Италия. Так и пришли. В принципе, в 9 секундах 10 команд. Норвегия выползает на 11-ю позицию. Медленно стреляла норвежка молодая. Но потихонечку отыграла. 13,8. 13,8 отставания сборной Норвегии. Итальянка будет дополнительный патрон, как и у немки, как и у словенки, как и у француженки. Шведка отработала очень быстро и чисто. У словенки, у немки будет по 2 доп. Патрона. У немки 3 доп. Патрона. Уже нету никаких вариантов. Швейцарка отработала, убежала. Француженка убежала. Австрийка убежала. Доротея не может. Сейчас тоже может уйти. Немка на штрафной круг. Доротея тоже может уйти на штрафной круг. Не может закрыть одну мишень. Все-таки закрыла, как и словенка. 3 доп. Патрона понадобилось Доротея Вирар. По итогу Швеция, Франция, Швейцария и Австрия отметились после второго огневого рубежа. Польша 5, Соединенные Штаты 6, Финляндия 7, Словения 8, Италия 9 в 23 секундах. Украина 2 доп. Патрона у Меркушиной, у Александра Меркушиной. Плохо пока со стрельбой и со скорострельностью. Также не все хорошо. Закрыла все-таки одним допом. Будет где-то в районе 14 позиции, 14-15. Заходила на огневой рубеж 15, скорее всего будет 14. Немки на штрафном круге. Немка пробежала штрафной круг и 12. Казахстан отработал наконец-то чисто. Наконец-то Казахстан отработал чисто. 29 человек на трансляции. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал. Да, Украина 14 позиция, 56 секунд отставания, практически уже минута. Медленно и не точно стреляла Александра Меркушина. Хорошо, что не забежала на штрафной круг. Напомню, на втором этапе за сборную Украины Юлия Джима, ветеран сборной. За сборную Франции Бриза Буше, выросшая вчера индивидуальную короткую. За сборную Швеции, которая идет пока первой, побежит Хайденберг. За сборную Франции, я уже сказал, Жюстин Бриза Буше. За сборную Италии Лиза Витоц. Вообще у Италии тут боевой состав. Я думаю, именно так они побегут на домашней Олимпиаде и будут бороться только лишь за первое место. Я думаю, что третье не устроит итальянскую сборную. Там и Хофер, там и Геокамель, там и Виру, Витоц, и банда просто подобралась невероятная. Жюстин Бризабуша ожидаемо обошла австрийку и возглавляет пелотон. Одна из самых быстроногих биатлонисток мира на сегодня, да и вообще. Шведка 3, швейцарка 4. Итальянка перемещается на 5 позицию, 21 секунда отставания Лиза Витоци. Польша держится 6, Словения 7, Финляндия 8, Соединенные Штаты 9, Норвежка 32 секунды отставания. Сборная Норвегии как-то... Да, Thunderbolt здесь ногами уступает. Уступает Thunderbolt. 30
2 секунды. Чехия 11, Словакия 47 секунд. Германия 50. Еще больше увеличилось отставание сборной Германии практически уже до минуты. Там молодая Ханна Кибингер бежит за сборную Германии. Дебют, обратно же, как у многих здесь, буквально вчера, в новое место короткой индивидуалки была 46-й, 5 штрафных. 45 секундок добавили ей. Ну, в целом на IBU в двадцатке почти всегда была. В целом была в двадцатке, да, бегала только в IBU. Ну и смотрим за временем. Да, ногами 14 секунд тут и Джима проигрывает. Но Джима вчера подисправилась по стрельбе и довольно быстро стреляла. Это ее спасало. Ну а здесь вопросы будут. Кстати, австрийка вышла вперед. Что-то Брезабуше не бежит там. Жупа какую-то скорость она невероятную показывает. Шведка. Швейцарка. Польша 6-я, Италия 5-я. В одни ноги идет австрийка. Так, и передача эстафеты это только была. Передалась Австрия первой. Да, передалась. Это еще не передались. Я что-то попутал, как всегда. Вот только сейчас передаются девушки. Австрия, Франция, Швеция, Швейцария. 20 секунд где-то, я думаю, что передастся. Да, украинка стала. Украинка стала, Меркушина. Джим еще не бежал. Вот только сейчас идут передачи, эстафеты. Даже Казахстан обошел Украину. Здесь на отметке 5,6. Совсем плохо у Меркушина исходом. Особенно на последнем круге. Прям беда-беда. Прям беда-беда. Норвежка 37 секунд отставания. Дальше Словакия, Германия. Много-много. И немка потеряла за 4 секунды. Даже Доротея Вир на последнем круге стала. 5 секунд проиграла австрийке. Прям австрийка очень выдала классную гонку. Латвия идет 16, Румыния 17, Эстония 18, Литва 19, Канада. У Канады не было штрафных кругов, но что-то там канадка не может бежать. Может быть, падала. И на повторе не показывали нам операторы в любом случае. Минута 24 отставание будет Юлия Джимы. Меркуша на минуту 24 австрийки проиграла. 3 лайка. Наконец-то у нас появилось. Спасибо, что лайкаете. Подписывайтесь на канал. Ставку снова не брал, потому что ничего такого интересного не было. Передача норвежка упала. На передаче норвежка упала. Так, ну что, смотрим. Жупа за сборную Австрии. Я думаю, сейчас Брезабуше быстренько ее догонит и обгонит. Сейчас посмотрим. Но упирается. Австрийка упирается. Брезабуше то ли сзади идет. Не выходит вперед. А нет, выходит. Вот сейчас в параллели пытается обойти. Работает чаще, нежели австрийка. Там швейцарка обошла шведку. Пока мы это не видим на середате, но по трансляции видно, да, отметка 6,8. Уже небольшой просвет между Францией и Австрией. 1,2 секунды. Я думаю, что он будет нарастать. Шведка 12,8 передавалась, будет больше. Шведка, да, 16,6 швейцарка. Шведка 4 секунды проиграла. 16,8 было 12,8. 4 секунды проиграли француженки. Витоци обогнала польку, выходит на 5-ю позицию. 3 секунды отыграла Витоци у француженки.
Польша идет 6-й, Финляндия 7-й, Словения 8-й, Норвегия уже на 9-й позиции в одни ноги с француженкой. Чешка 10-я, американка 11-я. Ждем Словению, Германию и Украину. Украина, напоминаю, в 14-й передалась. Немка уже прошла 6,8, 5, 52,9, 53 секунды Словакия проигрывает. И там просвет под полминуты. Украина, Казахстан, Латвия идут вместе. Джима. Смотрим время Джимы. Сложно ей, конечно, одной идти. Минута 24 было отставание. Смотрим, сколько будет на отметке 6,8. Смотрим, сколько будет на отметке 6,8. Такое ощущение, что многовато. Минута полторы. Было минута 24. Сейчас смотрим первый круг. Да, даже Казахстан обошел Джиму. Джима здесь потеряла 13 секунд. На первом круге это много. Позади Латвия 7 секунд только потеряла. 16-я позиция сборной Латвии. На отметке 7,8 француженка первая, но австрийка держится, удержалась. И такое ощущение, что они немножко от шведки, швейцарка... Нет, не убегают. Те же условных 17 секунд остаются. Те же 17 секунд остаются, а вот Витоци 3 секунды проиграла здесь. Здесь в горочку Витоци тяжело смотрелось. Да, 3 секунды проиграла, и там Словенка уже догнала Лизу. Полька 2 секунды проиграла. Норвежка в одни ноги с француженкой, как и чешка, как, в принципе, и американка. Даже американка 5 десятых отыграла. Ну, смотрим дальше. Пока ожидаемо плохо ногами работает сборная Украины. И нужно надеяться, наверное, только лишь на идеальную стрельбу, которая пока отсутствует. Заходит на третий огневой рубеж француженка и австрийка. Немножко просвет все же появился между ними. 2 секунды. Бриза Буше привезла Жупе. Ну и посмотрим, как будет стрелять. Как будет стрелять. В 20 секундах шведка и швейцарка. На большой скорости подошла именно француженка к первому своему огневому рубежу. Спасибо за подписку. Лайкайте. Подписывайтесь на телегу. У француженки будет до патрона. Австрийка отработала очень быстро и чисто на первой лёжке для себя и уходит первой. Закрыла до патроном француженка. Итальянка отработала идеально, швейцарка та же. Шведка медленно работает, но верно. Последнюю не закрыла мишень, будет у Швеции до патрон. Австрия, Франция пока на выходе с третьего огневого рубежа. Италия, Швейцария. Австрия тут смотрится какой-то белой вороной. Не ожидалось, что уже даже на втором этапе Австрия будет в лидерах. У Австрии, кстати, ни одного до патрона не использовано. Единственная команда, которая стреляла чисто на всех трех огневых рубежах. Италия третья в 14 секундах, Швейцария, Финляндия, Швеция в 36, Норвегия 7, Чехия 8. Ждем там Польшу. Ждем... Кстати, Джиму даже уже и Латвия обогнала. Джима 16 идет. Польша 9, Словения 10, Германия 11, 12 Соединенные Штаты, Словакия 13. Минута 50, почти 2 минуты отставания сборной Украины. Есть такое ощущение, что может попасть Украина в череду круговых. Вместе с Латвией, вместе с Румынией, вместе с Канадой. Так точно, скорее всего, уже попадет уже отставание 3 минуты. Ну и смотрим на стрельбу Джимы на первом для нее этапе. Начинает чисто 2 из 2 Джима, 3 из 3, 4 из 4. У Латвии будет до патрона и уходит Джима. Великолепная стрельба в исполнении ветерана сборной Украины. Чего не скажешь о ходе.
Ну и пока убегает на 14 позиции. Отставание большое. Было на входе на огневой рубеж минута 51. Я думаю, что за счет скорострельности где-то минута 45 отставания будет. Минута 52, да, даже не сократило. Минута 52. Латвия и Казахстан отработали с 2 допатронами. Отставание от лидера будет больше 2 минут. Посмотрим сейчас. Австрийка продолжает лидировать на отметке 8,8. Там уже приблизилась француженка. Бреза Буше отыграла практически 5 секунд. И ждем там Лизу Витоце. Хотя Витоце, как видим, не на самом... Да, в одни ноги с австрийкой не приближается абсолютно. Швейцарка стала ногами. И от швейцарки, да, убежала 4 секунды. Швейцарка проиграла. Там дальше на отставании 20 секунд идет Швеция, Финляндия и сборная Норвегии. Там же и Чехия, Польша, Швеция выходит на 5-ю позицию. 32 секунды отставания, 4 секунды от Ирала. Как и финка отыграла секунду. Ждем норвежку. Норвежка 2 секунды отыграла. Чешка в одни ноги с австрийкой. Польша 5 секунд отыграла. Кто за сборную Польшу? Сидорович бежит. Кто так быстро бежит за сборную Польши? Нет, Кристина Жук. Камила Жук бежит за сборную Польши. Очень хорошая скорость, кстати. У Камилы 5 секунд отыграла у австрийки. То есть в одни ноги Жюстин Бреза-Буше идет полька. Классная скорость. Классная скорость. У Франции на третьем этапе и четвертом Ломбардо Филон Майе. У Италии Хофер Гиакамель. У Австрии Яков и Антервейгер. Да, Австрия, мне кажется, в тройке не удержится. Не удержится Австрия в тройке. У Швейцарии Финелла тоже в Швейцарии не должна удерживаться в четверке, кстати. Ну, посмотрим. Пока, скорее всего, нужно смотреть на Францию и Италию. Именно здесь самые сильные биатлонисты и самые сильные составы. Не думаю, что кто-то сможет им навязать борьбу. Не думаю. Да, на отметке 9,6 Бреза Буше уже обошла австрийку. Итальянка еще одну секундочку проиграла. Швейцарка в одни ноги. Здесь этот отрезок прошла нормально. На отметке 8,8 отмечается Юлия Джима 2,06. После выхода с первого огневого рубежа уже проигрывает очень много. 14 секунд ногами. 14 секунд. Там сейчас латышка только 3 проиграла. Казашка 5. А Джима 14. Самая медленная сейчас на ложне Джима. Одна из самых медленных, скажем так. И опять же не понимаю, зачем ее подвели. Лучше бы дали накатывать молодежи. Понятно, что она вчера была там 32-й. Но это не те результаты. Надо все-таки, мне кажется, давать все-таки уже сборной Украины. Возможно, там учат чему-то молодежь. Это уже другой вопрос. Возможно, она что-то там обучает. Такое все-таки есть. Передача опыта, это понятно. Возможно, только именно это. Франция заходит на 4-й огневой рубеж в 2 секундах. Австрия в 15 секундах. Лиза Витоце. Смотрим. Швейцарка подстала ногами. 5 секунд проиграла француженке. 23 секунды отставания сборной Швейцарии. Француженка 2 из 2. 3 из 3. 4 из 4. Последний долго выцеливает Бреза последний выстрел и закрывает, уходит лидером. У сборной Италии будут 2 доп. Патрона, у сборной Австрии также 2 доп. Патрона. И Франция убегает. Франция убегает. Отставание еще увеличивается. Да, итальянка сейчас может еще зайти на штрафной круг. Швейцарка уже отстрелялась чисто и убежала. Нет, все-таки с 3 дополнительных патрон закрыла все мишени. Итальянка уходит, австрийка стоит, не может закрыть последнюю мишень. Закрыла и австрийка, но отставание будет около полуминуты. Да, Швейцария 25 секунд, Италия 26 секунд. Франция убегает.
У норвежки проблемы. 3 незакрытые мишени, 3 до патрона. Может сборная Норвегии зайти на штрафной круг. И зайдет минимум на 1 штрафной круг сборной Норвегии. Там, кстати, Thunderbolt, когда уже у Ингли появится стабильность, непонятно. После всех передряг с здоровьем у нее еще и беда. 2 штрафных круга у сборной Норвегии. В Финляндии также будет круг. Да, рассыпалось. Немцы возвращаются в десятку. Минута 06 оставания сборной Германии. И ждем сборную Украины. 2:13 было на отметке 9,6. Но тут много. Анастасия Казьмина за сборную Словакии. Отработала чистой. Словакия идет 11. Анастасия у нас ветеран сборной Словакии. Не одна из, а самая возрастная уроженка Тюмени, самая возрастная биатлонистка на Кубке мира. Как и Симон Эдер, самый зрелый биатлонист у мужчин. Француженка отмечается на отметке 10,8. Посмотрим. Итальянка, наверное, должна все-таки проходить там швейцарку. Вопрос только в том, сколько по отношению к Брюза Буше будет, наверное, проигрывать Витоцци. Не думаю, что Витоцци будет отыгрывать. С одним доп-патроном Джима отработала, ушла. Проблема у Латвии. 3 незакрытые мишени, 3 доп-патрона. У Казахстана 2 незакрытые мишени на 3 доп-патрона. 2:21 отставание сборной Украины было перед... Ну да, уже 2:33. Медленнее стреляла, нежели француженка. И еще здесь 12 секунд проиграла бою за сборную Украины, чтобы не сняли как круговых. На третьем этапе за сборную Франции Оскар Ломбардо. Вчера был 4-м в индивидуалке укороченной. За сборную Италии Лукас Хофер вчера был 3-м. За сборную Норвегии Боттон. Но Норвегия очень далеко. 2 штрафных круга. Thunderbolt схватила, и 13-я позиция. Минута 52 отставания. Ужас. Так, Швейцария за сборную Швейцарии на 3-м этапе. Где это у нас Швейцария? 13-й стартовый номер. Финелла. Ну, у Финелла проблемки. Вчера был 57-й. Финелла ссылали его и на IBU, и он кочует между IBU и лучшими биатлонистами и Кубком мира. Итальянка 2 секунды здесь проиграла, швейцарка 5. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, у нас уже 36-4 лайка. Ну хорошо, идем. Пишите в чат, кому интересно, кто откуда, за кого болеете. Может, кто-то ставки какие-то ставил, еще что-то. Так будет интереснее, я думаю. Да, убегает Франция, и, ну, посмотрим, всякое бывает. В принципе, всякое бывает. 29 секунд отставания. Что, Ломбардо уже на трассе. 33 и 0,7 время сборной Франции. Ждем там. Ну да, Витоцци пока не в лучших кондициях. И швейцарка догнала, и австрийка. И сейчас там будут передаваться 4 команды. 3 команды вместе. Итальянка все-таки передалась первой, швейцарка и австрийка. 27, 28, 29 секунд соответственно. Там на отдалении где-то в 20 секунд идет Чехия и Швеция. Ну и Америка там уже в минуте. Польша держится 9. Германия 10. Но Германия штрафной круг. У Германии штрафной круг, напомню, у Норвегии 2 штрафных круга. Единственное, и у финнов 1 штрафной круг. Это единственный, кто плохо стрелял.
Норвегия уже в 12 обошла финку и ждем Украину. Но Украина там уже ногами совсем плохо у Джима на последнем круге. Там более 3 минут будет отставание, думаю, на передаче. Думаю, что будет минуты 3. И боюсь обратно же, чтобы не сняли как круговых, потому что вполне возможно. Эстония пока 20 идет, Канада 19. Очень на то похоже, что будет все-таки... Будут круговые, потому что французы сейчас еще накатят, как и итальянцы. Хофер, Ломбардо будут молотить очень жестко. 5 лайков, класс. Задача у нас 10 лайков на сегодня. Собираем лайки. Собираем лайки. Да, Финляндия уже отметилась и на отметке 11.6 и на передаче. 6 секунд здесь Джима еще проиграла. Да, больше 3 минут будет на передаче, я думаю. Да, Эстонию уже сняли как круговых. На третьем этапе за сборную Украины побежит Антон Дудченко. Дудченко вчера был 55-м, слабо бежал ногами. 3 штрафа было по 45 секунд у него. Ну, в целом ногами себя плохо ощущал. Итальянец 2 секунды отыграл у Ломбардо, но немного. В целом там догоняющие идут плюс-минус в одном темпе. Там и швейцарец 2 секунды отыграл, и австриец 2 секунды тащит на себе Лукас Хофер, ветеран сборной Италии. Наверное, последний сезон Лукас проводит, есть такое ощущение. Но в целом хорошее выступление. Вчера был третьим, чисто отстрелял все 4 огневых рубежа. В целом готов итальянец к домашней Олимпиаде. В целом готов. Канаду уже как круговых сняли. И эта участь уже нависает над Литвой и Румынией. Боюсь, что и Украину снимут. Если так продолжится. Да, Украина передалась 3:02 отставание от сборной Украины. Ужасненько. Ужасное выступление, прям скажем. Французы уже на отметке 13.6. Смотрим отставание Хофера. Было 25.4. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Держатся преследователи вместе. Хофер. Да, 2 секунды еще отыграли преследователи. Было 25.4, стало 23.6. У швейцарца было 26.5, стало 24.1. И у австрийца 27, стало 24. Еще чуть-чуть отыграли преследователей, но немного. Да, Литву сняли как круговых. Ждем, когда снимут Румынию теперь. И потихоньку подбираемся к Казахстану, Латвии и Украине. Это с учетом того, что Украина не заходила на штрафные круги. Та же Норвегия заходила на 2 штрафных круга, Финляндия на круг. Но отставание больше минуты. То есть ногами очень плохо. И Меркушина, и Джима пробежали очень плохо. В принципе, и стреляли медленно. Франция уже заходит на 5-й огневой рубеж. Немцы в десятке. Немцы еще может вытянуться. Хотя не знаю, у немцев кто там? Ритмюллер и Рес. Роман Райс. Может быть еще что-то куда-то к 6 немцы должны, наверное, заходить. Оскар работает 4 из 4. 5 из 5 и убегает. Пришли преследователи. 21 секунде Италия, Швейцария, Австрия. Тут прежде всего, наверное, борьба Италии и Франции мы рассматриваем. Но посмотрим. Пока идеально все стреляют. Швейцарец последнюю не закрыл. Итальянец также. Австриец убегает.
Пришли еще чех, швед и американец. Швейцарец еще доп. Патрон нужен. Но отставание сборной Италии еще увеличится. Австрии 22,8. У Италии и Швейцарии, наверное, будет под секунд 40. Швед отработал чисто. Да, в Италии 31 секунда. Как и чех. Чехи держатся на домашнем этапе в шестерке. Швед 39 секунд, у чеха 40 секунд. Поляк отработал чисто. Немцу нужен один доп. И Словакия пришла. 5 лайков у нас целых. Надо дотянуть до десятки. Надо дотянуть до десяточки. Пока не дотаскиваем. Пришла Норвегия, Финляндия, и там 1,5 минуты где-то. 3:09 было отставание. Дученко. Посмотрим. Первый круг вроде Дученко неплохо идет. Но это первый. Как будет дальше, не знаю. Норвегия на 12 позиции. Ботан и Фрей. Не знаю, куда Ботан. Ну, в десятку, наверное. Ну, в 8-ку в лучшем случае можно вытянуть сборную Норвегии. Потому что 2 минуты отставания. Минута даже. Не слабо верю, что Норвегия... Да, тем более Ботан 2 до патрона. И да, больше 2 минут отставания сборной Норвегии. До 8-й строчки минута. Не знаю, не уверен я, что Ботан справится. Да, 2:03. Медленно стрелял Ботан и... Не точно. Так, здесь преследователи. Хофер сокращает, отрывает 5 секунд. Австриец стал ногами 5 секунд, французу проигрывает. Швейцарец 10 секунд оторвал ногами, очень хорошо идет. Швед 4 секунды, чех также 4 секунды. У молодого Оскара Ломбардо отыгрывают практически все. Единственное, швейцарец стал австриец стал ногами, 5 секунд проиграл. Пришел украинец на первый для себя огневой рубеж и первым же выстрелом мажет. Там уже и латыш, там и казахстанец. Борьбы тут никакой нет. Борьба за выживание, борьба за то, чтобы, наверное, не сняться как круговым. Не более того. 3:15 отставания — это ужасно. Закрыл одним доп. Патроном. Казахстанец, кстати, отработал чисто, убегает вместе с Дудченко. Байер Кирилл за сборную Казахстана. Вчера был только 96-м. Но обратно же подтянули его. Был он в Эстерсунде, потом его закинули на Кубок IBU, и сейчас снова в Рупольдинге подтянули к основной сборной. Был в спринте 96-й. Да, хорошая у него стрельба. Но ходом слаб пока Кирилл. Уроженец Семея. Отметка 15,6. Еще по 3 секунды отыграли у Ломбардо преследователи. Остается 23 секунды. Швеция 35. Ну, наверное, первая шестерка еще борется за призовые места. Дальше уже нет. Дальше Соединенные Штаты, Польша. Отставание 50 секунд. Вряд ли. Ломбардо на 6-й огневой рубеж. На 2-й для себя с положения стоя. Посмотрим, как отстреляется. Вчера Ломбардо был 4-м с 1 штрафом. Ну, в принципе, Италия, Швейцария, Австрия снова заходят на 6-й огневой рубеж вместе. Чех там подотстал немножко. Француз работает идеально. 5 из 5 убегает. И я думаю, отставание снова увеличится.
Так быстро и чисто вряд ли кто-то отстреляется здесь. Ну, посмотрим. Итальянец начинает первый, 2 из 2, 3 из 3. Вот итальянец очень быстро стреляет, 4 из 4. Долго выцеливает. Да, итальянец сократит, да, Хофер сократит, очень быстро отстрелялся Лукас. У швейцарца проблемы 3 мишени, 3 незакрытые мишени, 3 до патрона, у австрийца 2. Чеха будет до патрон, швед пока работает чисто, долго выцеливает, закрыл все мишени, швед уйдет третьим. Пришли Соединенные Штаты и Польша. 16 секунд отставание Лукаса Хофера, и я думаю, что оно будет еще уменьшаться. Швейцарий заходит на штрафной круг. Это же маячит и над австрийцем, кстати. Нет, закрыл. Чех, Соединенные Штаты, поляк. Тут все позакрывали. У немца 2 доп. Патрона. Ну и 3 команды убежали. Франция позади в 16 секундах. Италия в 30 секундах. Швеция. Дальше просвет. Более 24 секунд проигрывает Польша, Австрия, Чехия, Соединенные Штаты. Так, норвежца еще нету. Немец тоже много проигрывает. Разрывы, конечно же, очень большие. Румынии сняли как круговых. Сейчас ждем. Возможно, Латвию и Казахстан также снимут. Там отрывы просто ужасающие. На отметке 15-6 еще не украинец. Никто не отметился. Напомню, там отставание более 3 минут. Более 3 минут отставания. Финн, норвежец отработали. Норвегия только 13-я позиция. Ботан ничего не смог поделать. Ничего не смог поделать. Да, 12-й уходит вместе с Финном. Минуты 52 отставания. Француз на отметке 16,8. И французу осталось такое ощущение, что побольше сил, нежели на последний круг. Нежели у итальянца. Почти 2 секунды проиграл здесь Лукас Хофер. Посмотрим швед. Швед тоже должен проигрывать ногами. Да, ну швед тоже почти 2 секунды проиграл. Не критично. И там на отставании 54 секунды идет поляк. Не верю, что Польша останется в четверке. Посмотрим. Да, там американец, чех уже поляка обошли. Поляк встал ногами и австриец. 2 секунды проиграл здесь французу. Гунка, а потом на заключительном за Польшу Завол. Но Завол обратно же, его с Кубка IBU. Подтянули с Кубка IBU. Не самая лучшая стрельба у Завола в этом сезоне. 81% закрытых мишеней. До этого было 89 и 86. Статистика не самая многообещающая. Украинец пришел на 6-й огневой рубеж. Пока все-таки не снимают Украину как круговой, но есть такое ощущение, что могут снять. 2 из 2. Там и литовец, и казахстанец пришли. Чисто отработал Дученко, убегает. У латыша будет 2 доп. Патрона, казахстанец, Кирилл. Кирилл отработал чисто. У Латвии может зайти на штрафной круг. Одна незакрытая мишень, 1 доп. Патрон. Все-таки закрыл. Все-таки закрыл. Передача эстафеты. Франция уже передалась. И в 14,8 секундах передала сборная Италии. Подсократил отставание Лукас Хофер в 15 секундах. Ну что, за сборную Франции Филон Майе. За сборную Италии Томмасо Гиакамель. За сборную Швеции Брандт. Не думаю, что он поборется здесь. За американцев кто? За американцев на 4-м этапе. Пока не вижу, где американцы.
Герман Кэмпбелл Райт был на этом этапе, поэтому он и вытащил, в принципе, сборную Соединенных Штатов на 4-ю позицию. Герман, ну, в целом, неплохие результаты у Германа в этом сезоне. Он из основной обоймы. Вчера был здесь в индивидуальной короткой 35-м с 5 допами. Тут, кстати, можно будет не закрывать все. В принципе, может и поборются американцы. Может и могут побороться. Крочмар, кстати, за сборную Чехии. Вот Чехии будут бороться. Чехии будут бороться, как Крочмар вчера был 20-м. Чехии попытаются на домашнем этапе завоевать медальку, я думаю. Да, на отметке 16,8, 3,53 отставание сборной Украины. Очень много. Латвия 4,15, Казахстана где-то 4,20, что-то около того. Если Казахстан не сняли как круговых вопросов. Нет, 4,24. Но скоро, я думаю, что снимут. Француз, потому что уже на отметке 18,8. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим Томазо Гиакамель, сколько будет отыгрывать. Да, отыграл 2 секунды, 2,5 секунды. Было 14,8, сейчас 12,2 остается. От шведа должны они убегать. Бранд, при всем уважении, не самый быстроногий биатлонист. Было 34 секунды, я думаю, будет поболее. Будет побольше. Да, и Казахстан сняли как круговой. Думаю, Латвию и Украину тоже снимут. Задача минимум, я думаю, что не выполнена сборной Украины. Снимут как круговую. В целом это неудача больше женской команды, потому что очень много девушек привезли, Меркушина и Джима. Очень большое отставание привезли. Ну и Дудченко говорю. Да, Дудченко тоже минуту проиграл. Отмечается француз на 19,6. Ждем там итальянца. Ждем итальянца. 7 секунд. Еще 5 секунд отставания сократил. В одни ноги будут заходить, скорее всего, на первый для себя огневой рубеж на 4-го этапа с положения лежа. Я думаю, что Филон Майе и Томазо Гиакамель плюс-минус на стадион зайдут вместе. Ну, во всяком случае, рядом. Швед ожидаемо отстает ногами, американец держится, чех 3 секунды проигрывает, австриец 7, поляк стал 9 секунд, швейцарец 10 секунд проигрывает, немец 5, словенец 2, норвежец в одни ноги. Это не спасает Норвегию ни от чего. Во втором десятке Норвегия. Во втором десятке на передаче эстафеты Украина 14 4 минуты отставания. Не знаю, такое ощущение, что Тарас Лисюк не добежит.
Так, ну что у нас здесь? А у нас здесь Италия захватывает лидерство, Чехия, Франция в 4 секундах. Шведа 2 до патрона, американец и чех отработали чисто. Я думаю, что Чехия очень хочет третье место и вот поборется с Америкой. С американцем и с кем еще? Наверное, только с американцем. Швед не дотянет до них. Не дотянет чех. Ой, швед. Да, уже 20 секунд отставания шведа нет, вряд ли. У поляка проблемы со стрельбой, немец отработал чисто, немцы только за цветы борются. Здесь же норвежец. Норвежец, наверное, все-таки в десятку вытащит с позорного 11 места. Там Исаак Фрей. Вчера не самая лучшая гонка у Фрея была. 4 штрафа схватил Фрей. Да, норвежцы 8. Норвежцы 8. Итальянец пытается убегать. Отмечается на отметке 28 первым. И отставание в 4 секунды. Такое ощущение, что увеличивается на порядок. Увеличивается намного. Что-то там не выдерживает скоростей. Да, 6 секунд проиграл здесь француз. С другой стороны, второе место вряд ли откуда-то куда-то убежит. Позади американец и чех в 28 секундах. То есть это можно даже штрафной круг пробежать. Но я думаю, что Филон Майе надеется только сейчас на не самую хорошую стрельбу в исполнении Томаса Гиакамеля. А так по факту мы уже, наверное, первое-второе место уже сформировано. Плюс-минус. Не думаю, что Гиакамель нахватает штрафных кругов. Ну а то, что француз может поддержать скорость Томаза при всем уважении к Филону Майе. Лучшие годы, наверное, да. Но этот год пока не лучшие. Итальянец держится. Ой, американец держится, а вот чех подстал ногами. 7 секунд проиграл итальянцу. 7 секунд. Американец только 4. Швед 9 секунд. Норвегия переходит на 7-ю позицию. Австрия откатывается на 8 минут 34 отставания сборной Норвегии. Ну, обратно же, побороться только за цветы. Потому что там, скорее всего, будут шведы откатываться. Вот Германия, Норвегия, вот где-то там что-то, кто-то попытается просто побороться за цветы. Не более того. Украинец пришел на первый огневой рубеж. Работает 4 из 4 чисто. 5-й не закрыл, поторопился. Закрыл. Пока еще не круговой. Пока еще не круговой. На 14-й позиции латыш. Здесь латыш начинает с промаха. Мизе там за сборную Латвии бежит. Эдгар Мизе. Был вчера 87-й. Ну да, у него 7 штрафов было вчера. Может Латвия зайти на штрафной круг, и если зайдет, то да, как круговой. Уже сняли их, потому что пришел на огневой рубеж Томазо Гиакамель. Вопросы по украинцу: снимут, не снимут или дадут добежать. Итальянец работает очень быстро. 4 из 4, 5 из 5. Идеальная стрельба в исполнении Томаса Гиакамеля и безоговорочное первое место. Тренировка домашней смешанной эстафеты прошла очень хорошо для сборной Италии. А Филон Майе мажет. И будет штрафной 1 доп. Патрон. Отставание сборной Франции в районе 30, наверное, 25 секунд после выхода, 23
Плюс Томазо Гиакамель, я думаю, еще подувеличит, если не бросить бежать, и можно будет финишировать даже с флагом. Борьба за третью позицию. Соединенные Штаты против чехов. Чехи очень хотят. Американец мажет третьим. Чех медленнее работает, но чище. 3 из 3 чех. Тоже мажет. Американец вторым мажет. Ну вот это борьба за третье место. По одной незакрытой мишени у американцев чех. Американец закрывает и чех закрывает. И посмотрим на финише борьбу. Я буду болеть за чеха. Вы как хотите. Швед, конечно, здесь прибежал, но Брандт не догонит их. Нет. И более того, швед еще и мажет. Пришел немец и норвежец. Швед отработал с доп-патроном. Немец будет штрафной. Одна незакрытая мишень. 2 незакрытые мишени у Ресса и у норвежца мишень не закрыта. У немца 3 мишени не закрытых и 3 может через Германию еще закатить на штрафной кружок. Норвегия, да, только в цветы попадает. Латвию сняли как круговых. Украина добежит, не добежит. Вопросы из вопросов. Ну, кстати, австриец ушел 6-м, чисто отстрелявшийся. Норвежец пока 7-й. Думаю, что норвежец обгонит все-таки австрийца и зайдет в цветы. Ну что, смотрим финиш, разборку прежде всего Соединенных Штатов и Чеха. Борьба за третью позицию вместе идут. Висит на американцах. Хотя нет, чех выходит вперед, это американец. Висит на чехе сзади. Не знаю, будут в кошки-мышки играться. Кто из них сильнее в финишном створе, не могу сказать. В целом ожидаемая первая позиция сборной Италии, вторая Франция. Вот чехи, американцы, это интересно. Пытается убежать чех, но не выходит. Висит американец. Пропустил американец чеха и висит сзади. Не знаю, хотелось бы, чтобы чех все-таки выиграл, порадовал публику. Сейчас горочка, тягунок, посмотрим. Ну, одинаково плюс-минус идут. Возможно, Крачмар что-то знает об этом домашнем этапе. Чуть-чуть такое ощущение, что быстрее, но нет. Лыжи одинаково катят, и у чеха американца. Американец уцепился. Посмотрим на финише. Швед не переложится к ним. Да, терял тут 3 секунды по отношению к итальянцу, но не более того. И не скинул чех. В горочку не скинул. Операторы, да, только чуть не упал американец здесь на повороте. Томаз отмечается на отметке 23,6. В принципе, отставание около полуминуты сборной Франции так и остается. Но внимание операторов именно за борьбу за третью позицию. Кошки-мышки между чехом и американцем. На финише уже сборная Италии. Дает 5 перед финишем Томаса. Флага ему никто не дал. Финиширует без флага. Кстати, Украине дали добежать, и украинец вот сейчас на заключительном огневом рубеже. Вторую мишень не закрыл. Сейчас, наверное, закроет. Или все-таки снимут как круговых, потому что уже финишировал. Нет, еще и вторым не закрыл. Лисюк. Третьим не закрыл последний. Да, и что, американец начал атаковать. Но чех вырвался. Классный финиш. У чеха больше силенок здесь. И в финишном спурте перед болельщиками
Контратака Чеха все-таки, да. Сдался. Сдался американец. Да, показывает. Классно, классно, классно. Я болел за Чеха. Классный финиш. Американец пытался здесь стартануть первым, но контратака Чеха и... Чех дома. Чех дома специально подкопил силы и... Заслуженное третье место сборной Чехии. Трибуны неистовствуют. Ну класс, праздник, праздник. Праздник у Чехии, третья позиция. Соединенные Штаты с деревянной медалью, пятое место у сборной Швеции, Норвегия пока только шестая, но 2 штрафных круга у сборной Норвегии было, напомню, Австрия седьмая, 8-я сборная Словения, 9-я сборная Финляндии, Швейцария 10-я, немцы только 11-й, плохо стреляли, медленно бежали, 1 штрафной круг был у сборной Германии. Польша, скорее всего, финиширует на 12-й позиции, Финляндия будет 13-й, Украина 14-й, Латвия, Казахстан, Румыния, Литва, Канада, Эстония сняли как круговых. В целом, плохое выступление сборной Украины, неважное выступление Латвии, Казахстана, Литвы и Эстонии, беспросветное, я бы сказал. Когда снимают как круговых, это значит, что вы не боретесь от слова совсем. Непонятно, что будет на Олимпиаде. Я думаю, что все-таки будут выставлять других биатлонистов. Я думаю, побежит капитан плюс Мандин на мужском этапе, на женском как бы непонятно. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Биатлон 1, ББ.